Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня мне понадобятся 3 цвета ткани. У меня это небольшие обрезки. Сегодняшнее рукоделие начинаю с нарезания квадратов. Вот эти 3 цвета со сторонами 11 на 11 и еще одна стопка 10 на 10. В каждой стопке по 4 квадрата. Соединяем все квадратики между собой. У нас будет пара квадратиков красный с белым, ну, условно белый, да, здесь мелкий рисунок. Белый с зеленым. И оставшиеся цветные квадраты тоже соединяем попарно. Вот так. Белые квадратики пока не трогаем. В нашем изделии они будут отдельными элементами. Дальше поступаю следующим образом. Соединяю противоположные углы, прочерчиваю линию и от нее с обеих сторон на расстоянии в полсантиметра прочерчиваю еще линии, по которым проложу машинную строчку. И так я поступлю со всеми парными квадратами. Вот так это выглядит. Разрезаем деталь по начерченной линии. И получаем 2 двухцветных квадратика. Припуски на шов закладываем на одну из сторон. Как правило, это делается на более темную сторону. И проутюживаем. Проутюженные квадратики оснаравливаем. И у нас получаются вот такие квадраты со сторонами 10 на 10. Получившиеся квадратики я раскладываю в определенный рисунок. Варианты могут быть разные. У меня это будет звезда. Вот таким порядком. И вот что у меня получилось. Теперь эти квадратики надо сшить между собой. Я буду собирать квадратики по горизонтали. Сошью сначала эти 2 квадратика, затем вот эти 2 соединю между собой. Первые квадратики я соединила. И эти парочки теперь соединяем вместе. И в таком порядке соединяем каждый последующий ряд. А чтобы не спутать, с какой стороны их соединять, лучше сколоть булавочками там, где этот шов будет проходить. Горизонтальные полоски готовы. Я их отутюжила. Также попарно соединяем горизонтальные полосы. Совмещаем швы и скалываем. Вот, и теперь соединяем готовые половинки.
Получился вот такой нарядный блок, и сейчас я его осноровлю. Получился размер 35 на 35, но для дальнейшей работы мне понадобится размер детали больше. Я нарезала вот такие ленты шириной 5 сантиметров. За счет этих лент я увеличу размер. Вот с двух сторон пришила и добавляю окантовку с оставшихся сторон. Окантовку я пришила, срезаю лишнее. Очень нравится этот блок. И здесь, наряду с новыми тканями, я использовала ткань от детского платья. Ткань очень тянущаяся, вот она просто играет под руками. И, конечно же, здесь не обошлось без незначительных погрешностей, но они как бы так и не бросаются в глаза. Так, и что буду дальше я делать с этой деталью? Я взяла для стежки ткань, на нее положила тонкий синтепон. Это 150, я его расслоила на 2 части. Такого слоя будет достаточно. На нее положу наш блок. Получился такой бутерброд, и я его буду стягать. Стежку буду делать в раскол шва. Здесь никакого навыка не нужно. Я просто отстрочу по контуру каждый фрагмент, а также прострочу вдоль окантовки и по периметру детали. Вот сколола, теперь можно и под машинку. Я решила закончить на этом этапе. Перед вами простеганная деталь. Я на нее примеряю красную окантовку. И как вам кажется, которая лучше? Цвета и тот, и другой новогодние, наверное, стоит повторить с красной окантовкой. Я жду ваших комментариев, мне интересно узнать ваше мнение. А также мне хочется вашей поддержки лайками. С вами буквально прощаюсь на несколько дней. Желаю вам приятных новогодних приготовлений. Прощаюсь с вами. До скорой встречи.